Не вижу смысла размусоливать тему бафа 5,56 калибра. Все-таки с этим я как-то опоздал. Люди и так наклепали видосов про это, так что толку-то. Да и, если честно, изменения не настолько значимые, чтобы уделять им прям много времени. С другой стороны, они смотивировали меня собрать поток мыслей о тарковском балансе во что-то цельное. Но перед этим рассказом я все-таки обозначу 3 пункта обновления, которые меня несколько заинтересовали. Во-первых, стоит сказать, что вкупе с прошлыми бафами G36 нынче играется совершенно иначе, чем на релизе. Легкий тюнинг выводит ее на относительно играбельный уровень. Мета-обвесы, что логично, делают все еще лучше. И, в общем-то, при правильном контроле отдача выглядит вообще не такой страшной, какой она была раньше. Второе оружие, о котором пойдет речь, это ДТ-МДР. И, в общем-то, главное, что про него можно сказать, это, собственно, то, что баф она не получила. А вот почему, это действительно большой вопрос. И до обновления МДР-ка выглядела достаточно блекло на фоне МК-16 и АК-101. Однако, на мой взгляд, она неплохо вписывалась в их баланс благодаря хорошей эргономике и, собственно, повышенной конвергенции. Но опять же, МК-16 и АК-101 все-таки стали сильнее, когда как МДР-ка осталась на прошлом уровне со своей вертикалкой в 55 единиц. К слову об отдаче МДР, есть у нее одна, скажем так, особенность. МДР это буллпап, оружие без приклада. А значит, оружие и без бонусов от этого самого приклада. И вот к чему это приводит. Как видите, на двух винтовках с вертикальной отдачей в 71 единицу при установке одного и того же глушителя НТ-4 отдача снижается до разных значений. Почему же так происходит? Смотрите, есть МК и все ее обвесы с бонусами. Соответственно, процент за ресивер, процент за трубу приклада, 3% за ствол, 8% за пламегаситель, 10% за КАЦ НТ-4, 3% за переднюю рукоятку, ну и финальные 33% за приклад и затыльник. Итого суммарное гашение отдачи на этой МКе 59%. Берем базу и отнимаем от нее эти 59%. Получаем наше число 57. Проделываем то же самое с МДР-кой и уже на этапе подсчета процента видим, что, собственно, обвеса гораздо меньше. Из-за этого и сам процент получается всего 28. Отнимаем от базы, видим наше значение. Потому на буллпапах дополнительный обвес и гасит гораздо меньший процент отдачи, чем на оружии с классической компоновкой. Третье оружие это АК-102. И чтобы не бомбить излишне сильно, я ограничусь лишь парой слов. На данный момент ему нет места. Он дорогой и во всем хуже АК-101. Так что ему не помешает баф темпа стрельбы и понижение стоимости. Может быть, тогда он и заиграет. И на почве ущербности АК-102 я бы и хотел начать разговор о балансе. АК-102 явно слабое и проблемное оружие в любом виде. Следовательно, для игрока эта опция совершенно невалидна и не нужна. Но что изменится, если мы бафнем АК-102 тем способом, который я предложил? По сути, да, он станет в один ряд с винтовками МДР, Скорель и АК-101, и в вакууме это выглядит адекватно. Но все еще, покажите мне человека, который выйдет в рейд со стоковым АК-102, пусть даже апнутым. Есть просто гораздо более выгодные варианты. А АК-101 и, соответственно, бафнутый АК-102 раскрываются исключительно при установке минимального набора комплектующих. Да и то, если честно, не встречал ни одного игрока с чем-то подобным. С той же М4 все еще веселее. При своей цене в 60-70 тысяч стоковая М-ка не играбельна в принципе. Когда как условный АК-74М за такие деньги разносит в пух и прах. Ну, насколько может разносить 5.45 в Таркове. Да, калаш медленнее, у него хуже боеприпас. Но в таком случае есть G36. Она не сильно-то и медленнее, а боеприпас у нее такой же. Притом стоит она дешевле, да и отдача у нее лучше, как вертикальная, так и горизонтальная. Как я и говорил, уменьшение отдачи 5.56 это позитивные изменения. Но глобальных проблем оно не решило. Да, средние сборки ценовой категории 150-200 тысяч, может быть 100 тысяч, стали гораздо лучше. И да, BSG действительно привели немалое количество опций за такую цену к нормальному, скажем так, балансу, ну, к относительно нормальному. Можно сказать им спасибо за это. Но опять же, в стоковых вариантах, в околостоковых вариантах и в огромном количестве сборок до сих пор нет смысла. Я предлагаю разобраться, почему же так вышло. Для понимания одной из самых важных проблем нужно вернуться в патче 12.11. Знакомьтесь, оружие геноцида. HK416 образца патча 0.11. А, закрыто? Интересное дело. Ага. Ха-ха, сучка. Ты понял? Ты охуел?
и HK416 имела порядка 40 единиц отдачи. Представьте, что из себя представляла МК на 28. К сожалению, у меня не осталось футажа, но есть вот эта вот МК на 37. Можете сравнить ее и нынешнюю МК на 26. Как раз таки нынешняя мета МК имеет, на мой взгляд, вполне себе адекватную отдачу. Она достаточно низкая, но все-таки лазером это оружие назвать не выйдет. Соответственно, что-то положительное в изменениях патча 12.12 все-таки есть. Но стоило ли оно того? Я думаю, учитывая количество срачей, которое вызвало это обновление, комьюнити явно не этого ожидало от BSG. Давайте подумаем вот над чем. Есть у нас стоковый автомат АК-74. И есть его мета-версия, минимальная отдача которой в 2 раза меньше. На АКМ разница уже в 2,5 раза. На МК больше, чем в 3. Ну и король этой вечеринки М1А 4.3. И возникает вопрос, а как при таких разницах между стоковым и метовым оружием вообще можно забалансить отдачу? Да, мета М-ка в патче 12.11 действительно была сраным лазером, окей. Ее правда нужно было нерфить. Однако стоковая М-ка в том же патче была днищем, с ней никто не бегал. Соответственно, вся имбовость М4 заключалась не в самой винтовке, а во влиянии обвесов на нее. И нерфить следовало не само оружие, а как раз таки обвесы. Я предлагаю задать планку разницы в 30%. И если взять за ориентир стоковую М-ку с лайва, то минимальная отдача фуловой М-ки не должна превышать 59,5 единиц. Правда, с учетом того, что оружие на 80 отдачи это полный трындец, отталкиваться мы все-таки будем не от стоковой М-ки, а от метовой. Итак, перед вами концепт сборки на минимальную отдачу. Выглядит совершенно по-уродски, но сейчас это не важно. Из изменений. Во-первых, я убрал надбавку к вертикальной отдаче. Она мешает нормально произвести подсчеты, потому что по сути накладывается уже после того, как обвесы снижают отдачу оружия. Поэтому по факту данная М-ка на лайве имела бы отдачу в 24 единицы, что на 2 единицы меньше нынешней меты. Также я совсем немного повысил конвергенцию и снизил Recoil Dispersion, чтобы выделить 5.56 калибр на фоне более мощного 7.62. Что же вышло в итоге? Да в принципе эта М-ка не сильно отличается от мета М-ки с лайва. Зато стоковая отличается заметно. Ее отдача получилась равна 61 единице. Отдача мета-версии меньше примерно на 28%. Стоковую М-ку объективно подкидывает сильнее, но не настолько сильно, чтобы считать ее из-за этого неиграбельной. В итоге, правильно настроив цены, можно добиться того, что обе сборки будут мелькать в руках игроков. Ну да ладно, черт с ней с М-кой, пойдем дальше. Следующим я взял АК-103 и сотворил с его стоковым вариантом примерно что-то такое. Recoil Dispersion здесь остался неизменным, потому что, как я и говорил, с помощью уменьшения горизонталки на М-ке я хотел выделить 5.56 калибр. Конвергенцию же я все-таки немного повысил, но совсем чуть-чуть, далеко не до уровня мутанта. По некоторым причинам на АК-103 я не стал менять статы обвесом, так что просто отнимем 25% от значения стандартного варианта. Выходит 60 единиц, на лайве было бы 40. И если это кажется вам имбовым, то я спешу вас разубедить. На лайве на данный момент имеется как минимум 2 оружия, которые лихо заткнут этот АК-103. При примерно одинаковой вертикальной отдаче у RD-704 намного ниже Recoil Dispersion. Мутант же и вовсе имеет бешеную конвергенцию, так еще и больший темп стрельбы. С учетом того, что М4 получила нехреновый такой баф, я не вижу проблем с этим 103. Третьим оружием рассмотрим фал. И если честно, работать с ним было сложнее всего. Дело в том, что это оружие с одной стороны должно оставаться играбельным, но с другой быть дико сложным, особенно в автоматическом режиме огня. BSG, на мой взгляд, очень сильно перегнули. С другой стороны, мета-сборка этого самого фала на лайве меня в принципе устраивает. И в общем-то я просто взял и, считайте, скопировал ее статы. Также стоит сказать, что М-ку, АК-103 и ДСАшку я выбрал не случайно. Мною подразумевается, что относительно этих оружий будет балансироваться и все другое оружие в соответствующем калибре. Впрочем, с оружием и суммарным влиянием обвеса на него понятно. Но пока что мы рассмотрели только сборки на максимальное гашение отдачи. А что делать с остальными модулями? На лайве игроки очевидно отдают предпочтение модулям, снижающим отдачу. На эргономичные сборки в подавляющем большинстве всем насрать. И на самом деле это проблема. Не меньшая проблема то, что некоторый обвес в игре в принципе не имеет никакой сферы применения. Тарков это все-таки игра. И геймдизайн ее должен предполагать полезность механик и опций. Если же мы рассматриваем за опцию автомат АК-105, крышку Fab Defense PDC,
или на крайний случай автомат АК-105 с крышкой FAB Defense PDC, то в геймдизайне обнаруживаются достаточно специфичные, скажем так, находки. Во-вторых, Тарков это еще игра про ганпорн. И в рамках этого ганпорна, опять же, бесполезность многих опций просто убивает все разнообразие. Не спорю, есть люди, которые собирают оружие исключительно исходя из визуальных предпочтений, однако функционально никакой выгоды за свой выбор они не получают, и это печально на самом деле. При введении ограничения в 30% дрочь на снижение отдачи немного спадет. Банально потому, что стоковое оружие станет гораздо лучше, чем оно было раньше. Но все-таки, на мой взгляд, этого недостаточно, чтобы полностью решить проблему. И у меня есть несколько предложений. Можно попробовать пропорционально связать между собой значения влияния на разные характеристики, к примеру, отдачу и эргономику. Грубо говоря, мы создаем такую вот линейную зависимость одного значения от другого и назначаем какой-то коэффициент. К примеру, возьмем 4. Соответственно, если приклад посередке имеет вот такие вот статы, то приклад с на процент большим гашением отдачи будет иметь на 4 единицы эргономики меньше. Ну и наоборот. С учетом того, что общее влияние всех обвесов ограничено 30%, логично будет использование дробных чисел. В случае коэффициента 4 лучшим выбором будут 0,25, 0,5 и 0,75 соответственно. В идеале в эту пропорцию следует впихнуть еще и вес. Но пока что я не разобрался с точным влиянием веса и эргономики на скорость прицеливания и время удержания, так что конкретных цифр называть не буду. При хорошо подобранном коэффициенте создание одной единственной мета-сборки в такой системе просто невозможно. Но в то же время стоит понимать, что весь обвес в мете это тоже не очень хорошее решение. В игре должно оставаться место какой-либо прогрессии. Так что валидным решением мне видится разделение модулей на тиры. Соответственно, в каждом тире будет выполняться правило 1 к 4, но при этом сами тиры между собой будут отличаться в худшую или лучшую сторону. Собственно, вернемся к той эмке, которую я показывал. Перед собой вы видите все обвесы с измененными характеристиками. Слева находятся обвесы тира 1, посередке тира 2, справа тира 3. Тир 1 это тир стандартных модулей. Тир 2 это кастомные, но дешевые модули. Тир 2 в среднем отличается от тира 1 на 1% гашения отдачи. Либо же на эквивалентное значение эргономики и отдачи в рамках нашей пропорции 1:4. Соответственно, вот это цевье Daniel Defense имеет на 2 эргономики ниже, чем стандартное, потому что при нахождении во втором тире гашение отдачи на данном цевье превышает 1%. В тир 2 также входят стандартные модули с некоторых продвинутых винтовок. К примеру, 416 почти полностью из них состоит. Следующий тир это тир 3, и он самый многочисленный. По сути, все обвесы из этого тира являются метой. Ну и соответственно, в сравнении с тиром 2, они имеют такое же отличие, как тир 2 в сравнении с тиром 1, то есть 1% отдачи или эквивалентно. Однако, в этой системе есть нюансы. Обратите внимание на эти три цевья. Пропорция между ними сохраняется. Но вот цевье Viper от чего-то имеет на одну эргономику выше, чем у него должно быть. Обуславливается это, в общем-то, очень просто. На все цевья с верхними респланками мы можем установить мушку. Мушка дает плюс 1 единицу эргономики. На цевье Viper никакой планки наверху нет. А значит нет и мушки. И таким образом отсутствие мушки компенсируется самими характеристиками цевья. К слову об эргономике на железках. Многие люди считают это бредом, но я не вижу в этом проблемы. Если таков единственный способ заставить игроков использовать эти долбанные железки, то пусть оно будет так. Похожий случай с прикладами. Приклад Ace, Sacom и Moya имеют слот под тыльник. И если без тыльника эти приклады относятся к тиру 2, то с тыльником уже к тиру 3. Правда, если с Moya все просто, то с Sacom немного сложнее. Тыльник Sacom лучше тыльника Moya. Почему так? В общем-то, ответ прост, потому что существуют кастомные трубы. Sacom с тыльником это аналог приклада UBR Gen 2 из третьего тира, который в свою очередь является аналогом связки E-мода и трубы Advanced. И потому сам Sacom конкурирует с прикладами второго тира на стандартной трубе. Sacom с тыльником же конкурирует с прикладами третьего тира на трубе ARI. Схожая ситуация с газовыми блоками. Газовый блок с планкой единственный блок второго тира, и он имеет штраф в одну эргономику. Соответственно, установленная мушка компенсирует этот штраф и вводит его в тир 3. Рукоятки взведения делятся на стандартную, ботл и все остальные. С верхними ресиверами все тоже просто, тут и комментарии не нужны. Да и про передние рукоятки особо сказать нечего. Разве что самые крайние опции на отдачу снижают эргономику и наоборот. А вот дульные устройства следует обсудить подробнее. Вторым тиром здесь являются дульники с лютым засветом. По характеристикам они по сути равны дульникам третьего тира, однако из-за вспышки остаются все-таки во втором. Вместе с ними граничат маунты на быстросъемные банки. Характеристики у них похуже, но зато нету засветов. В третьем же тире располагаются дульные устройства без засветов и с хорошими характеристиками. Выделяется из общего ряда вот этот вот дульник.
Поверх него цепляется такая вот баночка, которая с одной стороны безвозмездно снижает отдачу, но с другой стороны дает лютейшее дульное пламя. Но не только тормозами и пламегасителями богат выбор дульных устройств. Следует поговорить и о глушителях. Быстросъемные банки на лайве это лютейшая имба. Помимо полной ликвидации звука выстрела, эти твари режут отдачу гораздо сильнее любого прочего дульного устройства. К тому же они еще и вспышку скрывают. В одно время им понерфили эргономику, однако, как показывает практика, ни хрена это не помогло. И наоборот, местами даже сделало хуже. Теперь, на взгляд, достаточно адекватно выглядящие сборки оружия порой могут иметь 20-30 единиц эргономики. Да и к тому же обычные глушители, не быстросъемные, никогда не лютовали, а нерв затронул и их. Что же можно сделать? Определим же разницу между глушителями и остальными дульными устройствами. Я взял значение в 10 единиц эргономики. Быстросъемные глушители вписываются в ту же пропорцию, что и обычные. Разве что характеристики им нужно задавать, опираясь на характеристики маунтов. Ну, собственно, примерно так же, как мы делали с прикладами и их тыльниками. Если говорить про тиры, то Sacom и Гибрид 46 входят в тир 3, а NT4 и Rotor 43, соответственно, в тир 2. Стволам я уменьшил гашение отдачи. Уж простите, но у меня до сих пор вьетнамские флешбеки от обилия двухметровых 416-х на лабе и заводе. Длинные стволы должны использоваться не ради гашения отдачи, а ради скорости полета пули и кучности. На дистанции, в общем-то, использоваться. За основу подсчетов эргономики отдачи в этот раз я взял длину. Каждые 100 мм менял статы на 0,5 отдачи и 4 эргономики. Точность я почти не трогал, как и не трогал скорость полета пули. Прямая зависимость этих параметров от длины здесь и так есть, а учитывая, что речь идет об одном оружии в вакууме, дрочиться пока что бессмысленно. Последнее, что осталось, это магазины. Но магазины, как и стволы, это отдельная тема, скажем так. Говорить здесь придется о малфанкшенах, так что отложим ее пока что в долгий ящик. И, собственно, вот он, результат. Перед вами М-ка, собранная из обвеса второго тира. Конкретно на этой сборке отдача не сильно меньше, чем на дефолтной, зато при установленном прицеле и глушителе эргономика составляет 46 единиц. Также стоит сказать, что я не стал менять пистолетную рукоятку, чисто из эстетических соображений, если честно. Однако, если использовать полный потенциал моддинга тира 2, то можно собрать что-то такое. Да, пердящий игроку в глаза, да, с невысокой эргономикой, но все-таки оружие на 53 вертикальной отдачи. Да и выглядит она относительно адекватно. Как я уже говорил, это сборка третьего тира на минимальную отдачу, но у нее есть альтернативы. Вот, к примеру, сборка третьего тира на 53 отдачи. Однако, в отличие от сборки второго тира на такую отдачу, здесь очень даже хорошая эргономика. По сути, эргономика эта позволяет устанавливать магазины расширенной емкости и глушители, притом сохраняя адекватный АДС. Соответственно, сборка на минимальную отдачу так не может. И даже с коротким стволом не может. А если уж вы захотите поставить длинный для хорошей точности, то будьте готовы распрощаться с эргономикой с концами. И в то же время никто не мешает собрать вам на длинном стволе что-то такое. Сборка вполне себе играбельная. И даже это на 61 отдачу. Да, этот билд по отдаче равен стоковому варианту. Но посмотрите на эргономику. Даже при установленном барабане она практически равна 100. Так что решение, конечно, экзотическое, но в некотором смысле эффективное. Кому-то такая сборка в принципе может и зайти. По идее, среди всех переконфиженных мною обвесов нету ни единого проседающего варианта. И в этом и заключается суть предложенной мною системы. На мой взгляд, это идеальный метод борьбы с однообразными сборками. То есть, с той самой метой, о которой все твердят. Ну и на этом я буду заканчивать. Если честно, думаю, что на это видео я потратил около 30 часов своей жизни. И ирония в том, что я не донес и половины того, что хотел изначально рассказать. Однако, все остальные мои идеи скорее более локальные, а основное я все-таки изложить успел.
Так что в любом случае жду какого-то обсуждения. Тем более у меня появился Discord, и там даже есть какая-то активность. Так что если пропустили, ссылка будет в описании. Но вот что хочу сказать. Комьюнити постоянно ноет о читерах, рассинхронных серверах и прочих проблемах, которым уже много-много лет. И да, проблемы эти действительно значимые, и их следует обсуждать. Но как мне кажется, за этой пеленой мы потеряли проблемы куда более близкие к нам. Те самые проблемы, на которые мы, как игроки, можем повлиять своим фидбэком. Так почему же мы их не обсуждаем?